Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Максим Гольдарб на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, люди. С Днем Победы. С Днем Победы. Вы знаете, ощущение вот этого Дня Победы, оно какое-то другое, чем даже в прошлом году на юбилей, чем позапрошлом году. Абсолютно все иначе. И несмотря на вот эти все страсти, которые предшествовали, парад в Москве прошел, в общем-то, как бы авиация полетала, прием торжественный Путин проводит. А что в Украине? Вот я вот с этого хочу начать. Вот а что в Украине? И вы понимаете, какая странная история? Сегодня с утра показывают кадры, приходят из Киева, из Мемориала Славы, где люди в Парк Славы несут цветы и возлагают. Да, там полиция, понятно, смотрит, следит, чтобы никто, не дай бог, какую-то символику не надел. Но все уже научены, все понимают, ну цветы-то несут. Понимаете? И вчерашние вот эти, я вот помню, и вы тоже помните прекрасно, там, как с 2014 года, вот это вот все соревнование, а какой праздник символически круче, вот этот вот 8 числа, где маки, типа символ выстрела, там, пулевого отверстия, как бы по-европейски. Не было вчера этого. То есть вчера не было. Сегодня люди просто тихо дома, как могут, к своему пока что сохранившемуся в населенном пункте, где они живут в Украине, мемориалу или какому-то, да, вот приносят гвоздики, какие-то цветы. И что мы имеем в оконцовке с этим Днем Победы? Какие мысли у вас по поводу этого дня? И что думаете, как этот День Победы отличается для Украины и украинцев? Ну, для меня, для моей семьи это величайший праздник. Все и по моей линии, и по линии моей супруги воевали и дедушки, и бабушки. Один дедушка по ее линии дошел до Берлина, потом возвращался, бил банды фашистских прихвостней. То есть он прошел всю войну от и до. Начинал, по-моему, с финской. По моей линии воевали бабушки, прабабушки, дедушки. Ну, в общем, для... И вот это все я каждый раз в детстве, каждый год обязательно рассказывал своим детям. Когда они были маленькие, совсем маленькие, я брал их с собой, покупали мы много-много цветов, ехали, как вы сказали, в памятные места, клали вместе цветы у памятников, раздавали ветеранам. Из года в год. Это делалось обязательно. Мы в нашей семье нашим детям прививаем, или привили, я думаю, привили нормальную, здоровую память историческую. И о семье, в частности, ее участие в Великой Отечественной войне и в победе. И о Великой Отечественной войне в целом. И, опять же, о победе в целом. Поэтому для нас это великий праздник. Вы правильно сказали, настроение все равно классное и праздничное. Если бы этого дня не было в 1945 году, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Точка. Все остальное от лукавого. И от тех, кто хочет общую историю стереть. То, что вы сейчас рассказали, для меня звучит чрезвычайно отрадно. Что люди, несмотря на нынешнюю войну, несмотря на сумасшедшую пропаганду, которая должна уничтожить или извратить историческую память, несмотря на все противоречия, все равно помнят о том, кто их предки, помнят о том, кто хотел убить их предков, а значит всех нас, помнят о том, кто не дал это сделать, и это просто классно. Мне отрадно слышать то, что вы сейчас говорите. А тем людям, которые это сделали, не боятся и делают, и несут цветы, им глубокий-глубокий поклон. Дальше. Что была Украина во время Великой Отечественной войны? В 1941 год Украина зашла с населением в 40 миллионов человек. Из 1945 года Украина вышла с населением 27 миллионов человек. 13 миллионов уничтожено. 13. Каждый третий. Каждый третий был уничтожен. Это абсолютно коррелировалось с планом Гитлера об уничтожении 3/4 славянского населения, остальные должны были быть рабами, и полном уничтожении евреев, цыган, которых было много на территории Украины. И из этих 13 миллионов погибших за время Великой Отечественной войны больше половины – это мирное население. Эти цифры говорят о том, что гитлеровцы, бандеровцы, ауновцы, полицаи местные
абсолютно четко выполняли задачи Гитлера и его главных генералов-палачей. Гиммлера, Розенберга и так далее. Геббельса и прочих мразей. И у них это получалось. Каждый третий на Украине погиб. На территории Украины погиб. Каждый четвертый еврей, погибший в Холокосте, был убит на территории Украины. Можно эти цифры продолжать дальше. И Украина вышла из войны с населением минус треть. Минус треть. Это для того, я сказал, чтобы понимать, насколько страшной, кровавой и ужасной была Великая Отечественная война, в том числе для нашей республики. Ну и так, если просто интересно, для сравнения. С 1991 года по 2022 год Украина потеряла 20 миллионов человек. 20 миллионов человек. Она зашла в независимость с 52 миллионами, а накануне войны 22 года в ней проживало 33-34 миллиона. То есть минус 18, минус 19 миллионов человек в мирные независимые годы. Это так, для сравнения, для понимания происходящего и происшедшего. Идем дальше. Понятное дело, что Великая Отечественная война и победа в ней связывают народы. Белорусский, русский, украинский, да все народы тогдашнего Советского Союза, все воевали. Кругом было горе, кругом были герои в каждой семье. Помните песню? Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. В каждой семье были герои. А это одна из тех связывающих нитей, которую обязательно нужно разорвать для того, чтобы наша страна выполняла целенаправленно свою задачу быть инструментом в борьбе с геополитическим противником. Я уже говорил о том, что нужно разломать православие. Обязательно. Они это делают. У них это получается во многом. Нужно разломать языки. Получается. Запреты на языки, штрафы. Хотя не так. Сейчас все больше пишут, что в Киеве все больше и больше на русском говорят люди. Но между тем они очень много для этого разлома делают. Третье – разломать историю. И чрезвычайно важно разломать недавнюю историю. Раздвинуть народы. Сказать, что они враги друг другу. Сказать, что Великая Отечественная война – это не война Украины. Сказать, что победа в ней – это не победа Украины. Сказать, что в ней виновен СССР и прочий бред, который несут так называемые нынешние современные украинские историки, директора этой дряни под названием Институты памяти национальной и так далее. Специальные организации, созданные именно для извращения истории и уничтожения исторической памяти. Но то, что вы сказали, говорит о том, что у них не получается. Что бы они ни делали, как бы они ни делали, как бы ни старались, не получается. Это чрезвычайно здорово. Вы сказали сейчас, что люди несут цветы в памятные места. И парк славы пока еще существует. Его не снесли, не уничтожили. А бюсты генералов, которые стояли там десятилетиями, генералов украинского происхождения, выходцев из Украины, генералов и маршалов, которые эту победу ковали, великих, их нет, их посносили. Их объявили негодяями там, и так далее и тому подобное, привязали к декоммунизации. Зато кругом у нас Бандеры, Шухевичи и другие нацистские прихвостни. А между тем в Украине есть кем гордиться. Целая плеяда великих маршалов Победы и генералов Победы – это выходцы из Украины. Тимошенко, Рыбалка, Малиновский, Черняховский, Еременко, да, Ковпак, в конце концов. Ковпак, человек, создавший миллионное партизанское движение. Немцы в ахере были от того, что произошло. Никто не ожидал, что партизаны могут стать регулярной армией и действовать как регулярная армия. Никто не ожидал, что рейды могут быть из одной части Украины в другую часть Украины, а потом в Беларусь. Я это для того говорю, чтобы показать, попробовать показать в нашем коротком эфире, в нашем коротком общении те важнейшие исторические рэперные точки, которые говорят о вкладе, настоящем вкладе Украины в общую победу над нацизмом в те годы. Ее колоссальных потерях,
колоссальной борьбе, колоссальной роли, как ее в целом, ее народа, так и определенных людей в частности. Вот это должно помнить. И это специально стирают. Потому что в противном случае историческая память работает против политики превращения Украины в инструментарий борьбы с геополитическим противником. Вот для этого и нужно уничтожить эту самую память. И не мне вам рассказывать, сколько времени, денег, сил эти поганцы потратили на то, чтобы у них это получилось, чтобы уничтожать эту память. Переписываются учебники, уничтожаются памятники Победы, уничтожаются скульптуры и памятники великим героям того времени. Сегодня вы спросили, я почему это говорю? Вы мне задали вопрос, а как сегодня выглядит Украина? Вот так она выглядит. Официально она выглядит вот так. А неофициально она выглядит так, как вы сейчас рассказали. Люди все равно помнят, люди знают, люди дома празднуют, люди говорят своим детям, а те должны говорить своим детям о том, как выглядела война, о том, как их предки принимали участие в борьбе против нацизма и его приспешников. И это происходит, и это чрезвычайно радует, и это здорово на самом деле. Это, несомненно, поднимает праздничное настроение. Что касается... Ну, смотрите, вот вы говорите, а как же Украина сейчас выглядит? Еще при Порошенко придумали вот этот день примирения. Какой может быть день примирения? С кем? С нацистами? Какая глупость. Нацисты планировали, немецкие в первую очередь нацисты, тут нации тоже не надо забывать. Они планировали, повторюсь, чтобы из 4 украинцев 1 остался. Остальные подлежат уничтожению. Не обязательно расстрелу. Это выписывал Розенберг. Это все легко почитать. Достаточно создать условия голода или высылки куда-то там за полярный круг. Этого хватит. Это сработает, по их мнению. И... Смотрите, тут какой момент очень важен. Вот сейчас вот мы видим, ну, это прямо вот перед глазами, да? Выходит там Кая Каллас и говорит о том, что надо, чтобы российские войска ушли из Приднестровья, а Молдову быстро-быстро забрать в ЕС. В Молдове шествие под советские песни, к мемориалу славы. Они вот, понимаете, вот сейчас опять, они видят, что... Я вот к чему прикручиваю Молдову, да, потому что, ну, понятно, она, там, маленькая Молдова, большая Украина, совершенно разная, там, ну, контекст один, но разная ситуация. Не получается, ломаются зубы, проигрыш. Вот сегодняшнее, даже несмотря на вот вчерашние там разные вещи, да, сегодняшняя ситуация показывает, что это ослабление Зеленского. Капитальное ослабление Зеленского. Мне сегодня на глаза попалась, скажем так, статистика соцопроса КМИС. Это что-то не поразительное, это что-то несусветное. 28% украинцев видят Зеленского после войны президентом, 16% хотят, чтобы он остался в политике, ну там каким-то депутатом, кем-нибудь, 30% чтобы ушел из политики, 15% чтобы его судили. Больше всего сторонников уголовного преследования Зеленского киевляне 25%, а также меньше всего тех, кто видит его главой государства после войны, это 22%. То есть, понимаете, получается, что это слабость, это День Победы и слабости Зеленского, идеологической, то, что вы сейчас преподносили, из чего начали наш сегодняшний разговор. И в контексте этой слабости получается, что вот это перемирие Трампа, этот обмен 1000 человек на 1000 человек, эти все, ну, такие крючочки или закидончики, что вот, может, продлим перемирие. Да, оно там нарушается, есть ситуации там на приграничье, Никопольский район со стороны Украины, Белгородская область со стороны России. Это все продолжается, но это... Вы видите, как это все происходит? И это ко Дню Победы, где Трамп выходит и говорит, мы победили. И говорит, Россия там вклад огромный, и Украина тоже вклад. Трамп разрешил украинцам праздновать. То есть сегодняшний день – это черный день,
который Зеленский пытался как угодно протоптать, истоптать, вымазать в грязи, плюнуть в него в этот День Победы, думая, что уже все памятники снесли, все хорошо, и никто теперь голову не поднимет. А получилось, что голову подняла объективная реальность. И Зеленский сейчас даже с вот этим смешным указом, который полностью, это мое личное мнение, является ну, позором государственного строительства Украины. У нас же все такие государственники, все же говорят о независимости Украины, об институтах. Это позорище то, что он написал. Это вот, квартал 95 государственного уровня, всю Украину превратили в страну, государство, не в страну, в государство ошибку, в позор комика, в несмешную шутку, указом президента разрешать парад и вот это вот квадрат очерчивать по координатам. Вы понимаете, какая произошла? Это переломный День Победы, я так думаю, а вы? Я вот как думаю. Я вот как думаю. Первое. Суть из человека не вытравишь никогда. Если ты рожден быть лицедеем, артистом, ты им будешь всегда. Какой бы колпак ты на себя не примерил, какие бы формы зеленого, красного или какого-нибудь цвета ты бы на себя не напяливал. Он великолепный артист, он великолепный лицедей, он великолепный масочник. И это никуда не денется. Поэтому слова государственности, государственники здесь не работают совершенно. Нет здесь государственников, мы их не видим. Государственники не обсуждают 50% отката в общак для Зеленского. Государственники не обсуждают 20% отката с каждого военного заказа в их общак. Государственники этим не занимаются. Государственники не разворовывают и не зарабатывают по 30 тысяч долларов с каждого отправленного на войну своего согражданина. Государственники не организовывают людоловлю для того, чтобы обменять пойманных людей на доллары и евро, на военные заводы и акции фармацевтических компаний. Нет здесь государственников, мы не говорим. Государственники, в конце концов, не отдают свою страну в чужие руки, под чуждые ей и смертельно опасные интересы, не превращают ее в инструментарий борьбы с другой страной, исключительно этот инструментарий движется чуждыми для Украины интересами. Это не государственники, это национал-предатели, которые движимы разными мотивами: деньгами, эфемерной властью, реализацией больных детских комплексов, просто ненавистью к человеку, ненавистью к своей собственной стране. Вот что сегодня в Украине, не сегодня, это продолжается как минимум с 2014 года, как минимум, повторюсь, или оно обострилось с 2014 года, с Майдана. Вот что сегодня происходит в Украине. Поэтому вопросы государственников не ставим. Вопросы государственности тоже мы с вами говорили о том, что страна, бюджет которой рассчитывается исключительно из перечисления западного кредита, не является самостоятельной, не является субъектом международных отношений. А тем более, если этой страной как палкой движут и суют ее в берлогу. Не является. Это уже не априори, вернее, это уже не апостериори, это уже априори. Это уже факт, не подлежащий доказыванию. Касательно происшедшего вчера и происходящего сегодня. Ну, а что ожидать от тех, кто носит на себе чужое обличье? Задача этого указа о том, что Зеленский разрешает провести парад в Москве, равно как и задача постоянных асимметричных ударов украинских войск по России, я имею в виду многосотенных бомбежек дронами в разных регионах России, она несколько иная. Она другим целям служит. Она служит целям расшатывания, максимального расшатывания той государственной властной вертикали, которая в России устоялась.
Я сейчас не об указе. Сначала позвольте о тех ударах, о которых Россия каждый день докладывает, что по 500-700 дронов сбивается. Да? Немыслимые цифры. Украина докладывает, что 200-300 дронов сбивается на ее территории. В России уже 500-700, причем они долетают до разных регионов, не считая там Камчатки и Дальнего Востока. Зачем это делается? И почему, например, бомбятся столицы федеральных округов? Грозный там или столица Татарстана. На мой взгляд, для того, чтобы вызвать максимальное недовольство и роптание в созданной вертикали власти в России, вызвать это недовольство и роптание со стороны удельных князей, руководителей федеральных округов России, членов федерации, республик, и что в целом в совокупности должно, по мнению, я так полагаю, Зеленского и тех, кто с ним или за ним, должно повлечь за собой изменение государственной власти, как минимум в России. Я думаю, работа идет на это. Кроме того, косвенно работа идет на то, чтобы поднимать свой собственный имидж в глазах Запада, зарабатывать на этом деньги, строить военные заводы, вкладывать туда то, что украдено из Украины, ну и так далее. Но это уже спойлерно. Что касается этого указа, мне кажется, что смысл и цель его была направлена только на то, чтобы максимально унизить, первое, лично Путина, второе, Россию в целом. Получилось у него или нет, есть разные точки зрения. Если посмотреть на события недельной давности, то они выглядят следующим образом. Российский президент, по словам американского президента, звонит ему, и ему, американскому президенту, предлагает перемирие с Украиной. Это с учетом того, что американский президент много раз уже говорил, что мы не там, мы не лезем, мы не хотим, нам это не интересно, мы только туда прекрасно продаем оружие. А в целом мы не сильно ими руководим. Но между тем, вот такой разговор состоялся. После этого Зеленский говорит, да, давайте перемирие, только не с 8-9, или не 9, с 8-9, да, а с 6 давайте сделаем, давайте пораньше. Такой пинг-понг начинается перемириями. Потом Лавров звонит госсекретарю Рубио. Мы не знаем наверняка, о чем они говорили, там общие фразы прозвучали в пресс-релизах, но думаю, что однозначно тема перемирия обсуждалась. Каким образом она обсуждалась? Возможно, Россия говорила, что в случае бомбардировки парада начнется самая реальная жестокая бомбардировка всем, чем есть у России, территории Украины. Я думаю, такое есть. Более того, моя точка зрения, что когда Путин предлагал перемирие на День Победы, это была своего рода, ну как, не ловушка, а как вот знаете, мы умываем руки. Вот если вы бомбанете, в таком случае мы забываем о какой бы то ни было операции, и будет проведена, ну, в короткие сроки жесточайшая война, которая просто снесет страну под названием Украина. Ну, а дальше уже будет видно. Вот мне кажется, для этого в То есть, целом смотрите еще раз, Путин предлагал, подразумевая ответ уже. подразумевая, что это возможно. Более того, я думаю, что так как это праздник священный и сакральный для всей территории Советского Союза, и это признают и иностранцы, я думаю, что под этим соусом дальнейшую жесточайшую войну восприняли бы и те, кто сегодня ее не воспринимает. Допустим, тот же Си Цзиньпинь. Я уверен, что в 2022 году были какие-то обязы со стороны российского президента в адрес китайского руководителя о том, что война не будет с применением ядерного оружия или там супер-сверхстрашного оружия какого-нибудь, там, Решников и прочее. А сегодня время показывает, что не получается у них вести войну вот этим медленным наплывом. Наплыв долгий, результаты, я так полагаю, и они сами об этом говорят, российские, я имею в виду, знающие люди, обозреватели. Результаты не те, на которые рассчитывали. Скорее даже где-то наоборот. Я сейчас вернусь к вашему замечанию по поводу проигрыша Зеленского. Так вот, я думаю, что отчасти такое условие было выдвинуто из расчета на то, что Украина совершит
провокации какие-то в День Победы, и у россиян будут развязаны руки, и мир не вмешается, и не скажет, ай-яй, так нельзя. Еще за 2 дня до Дня Победы, извините, сейчас, мама звонит, но я перезвоню. У нас вся семья обязательно поздравляет друг друга с Днем Победы, это априори. За 2 дня до этого Зеленский отправляет в Америку этого Умерова. А за несколько дней до этого мы слышим все на пленках Миндича, как Умеров там помогает деньги делить военные и участвует в этом дележе. Зеленский говорит, я его отправил туда для гуманитарных треков, для активизации дипломатического процесса. Моя точка зрения, все намного проще. Из Америки позвонили, сказали, засранца-посланца своего пришлите, мы ему передадим, что надо сделать, и вы быстро это сделаете. В том числе с учетом тех пленок Миндича, которые опубликовали. И Умеров туда поскакал именно с той задачей, чтобы получить оттуда задачу, привести или там, передать Зеленскому и выполнить ее. Никакой равной стороной украинская делегация в лице Умерова это точно там не является. Особенно с учетом того, что американцы знают, что это коррупционер, махровый коррупционер, еще и представитель более махрового коррупционера. И это уже практически доказанный внесудебный факт. Резюме. Если все это сложить воедино, и если все это сложить воедино, то получается так, что украинский президент своим указом попытался максимально, как вы правильно сказали, он из 95-го квартала не вышел, он и остался в нем. Он попытался на расстоянии максимально причинить какое-то унижение, моральную боль тому же Путину и в целом унизить Россию. Для меня было бы намного круче, если бы он не так поступал, а все свое природное хамство, наглость, в конце концов, игру вот эту на краешке, ходьбу по краю лезвия, да, если бы он это исполнил в другой способ, если бы он полетел в свое время в Москву, если бы там договорился о мире, если бы еще с 2019 года решил проблему на Донбассе и так далее и тому подобное. Вот это говорило бы в моих глазах о том, что это человек за Украину и за украинцев. А то, что он делает, и то, что он сделал, в частности, на 9 мая, наоборот, говорит о том, что ему глубоко пофигу, что будет с Украиной и с украинцами. И бомбежек активных сейчас не было именно потому, я думаю, что американцы сказали ему этого не делать, ни в коем случае. Я думаю, это повлияло на то, что сегодня мир. Я в целом отношусь к перемирию, мир вот эти дни, я в целом отношусь к перемирию позитивно, потому что каждый день мира – это не гибель, это не бомбежки, это выживание, и это возможность продлить это перемирие, которое вполне возможно может перейти потом в рамки мирного процесса как такового. Но в целом, если оценивать вот этот поступок насчет указа о разрешении парада, я бы отнес его к тому, что это такая, опять же, от Зеленского квази-хуцпа. Почему квази? Потому что она не полностью настоящая. Да, он играет. Он актер, ему нужны аплодисменты. И я уверен, что условный Мерц или там Кая Каллас ему, наверное, позвонили и посмеялись, и вместе поржали над этим указом, им было весело. Я даже думаю, что Трамп улыбнулся. Вот правда, я думаю так. Я думаю, что определенная цель этой бумагой была достигнута этим шагом. Именно цель унизить. Мне кажется, что эта цель была достигнута Зеленским. Вопрос только в том, что пользы от этой задачи, от этой цели для Украины и для украинцев нет никакой. Более того, издевательство, повторюсь, над священным действом, над священным праздником не закончится хорошо. Ни для его инициатора, а его судьба нас мало должна интересовать, ни для народа Украины в целом.
А что касается приведенных вами цифр исследовательских, как КМИСа, да, Да. ну, это только говорит о том, что люди начинают прозревать, люди начинают понимать, что происходит и почему так происходит. И это точно так же добавляет определенный оптимизм и говорит о том, что люди в Украине немножко снимают эту пелену с глаз, которую 4 года подряд, даже больше, какой 4 года, многие годы подряд, которой многие годы подряд правильный взгляд затмевается. Ну вот думаю так. Максим, Фицо в Москве, значит, он встречается с Путиным, там, это такие праздничные встречи, и Фицо, собственно, приехал, но вот вчера буквально до праздника он вышел и сделал заявление, что война подходит к концу в Украине. Более того, пишет пресса, сложно сейчас понять, на данный момент, когда мы сейчас с вами, нет комментариев, да, ни Путина, ни самого Фица, что он передал какое-то предложение от Зеленского по завершению войны для Путина. Что это может быть? Да, я читал это. Я не думаю, что Зеленский в состоянии что-то толковое предложить, просто потому, что его задача не заключается в приведении Украины к миру. Он играет другую игру, ему нужна война и нужно продолжение войны. Это первое. Второе. Я думаю, что ни при каких обстоятельствах, кто бы что ни говорил, Путин не будет встречаться с Зеленским. И если речь идет, а скорее всего, вы говорите, о чем могла идти речь, я думаю, что скорее всего речь шла о том, что им, как лидерам, возможно, с участием кого-нибудь из других лидеров мировых, необходимо встретиться где-то на нейтральной территории и что-то там обсудить, и в конце концов прийти к завершению войны. Я думаю, что ничего более иного, кардинального, ну, другого Зеленский предложить не мог. Поэтому полагаю, что Фица в данном случае максимум, что сделал, это исполнил роль почтальона, не больше. Я думаю, что когда Фица говорит о том, что мы ожидаем, скоро ожидаем окончания войны, говоря это, он обладает иными знаниями. Я думаю, что он обладает знаниями о позиции США по поводу этой войны и по поводу того, что для правящей сегодня верхушки американской эта война не особо уже нужна и интересна. И я думаю, что он обладает определенными знаниями о позиции России, которая говорит о том, что она не может позволять себе дальнейшее продолжение долгой этой операции, потому что для нее это чрезвычайно болезненно, и она не в состоянии будет это растягивать дальше. И она или будет заканчивать эту войну жестоко, или все-таки будет мир на тех условиях, которые Россию интересуют. Буквально вчера Лавров заявил о том, что война не будет закончена, пока Россия не достигнет тех своих геополитических целей, которые она поставила при ее начале. Поэтому резюме. Я думаю, что все-таки Зеленский отойдет в сторону. Механизмы для отхода, они не так сложны, их можно обозначить, их можно реализовать. Мы с вами тоже это обсуждали. Конституционный механизм – это возглавление страны на время спикером парламента. Неконституционный – это военная хунта, что тоже возможно. Я думаю, что он отойдет в сторону, и для того, чтобы не допускать в центре Европы ядерных бомбардировок или массированных ударов каким-то сверхоружием, все согласятся с тем, что нужно будет подписывать мир с Москвой. Более того, вы посмотрите на тенденции, которые происходят сегодня в Европейском Союзе. Отдадим опять слово Фица. Он как говорит: как только я с Путиным разговариваю или встречаюсь, внешне меня тут же все политики европейские подвергают остракизму. А потом в туалете каждый спрашивает, как там Путин, жив, здоров, что говорил, что передавал, как он вообще и так далее. То есть я к тому, что Европа, а мы тоже с вами это
анализировали и пришли к тому выводу, что у Европы не будет других вариантов, кроме как впоследствии в том или ином смысле задружить назад с Россией. Она сегодня в крайне ранимом, уязвимом положении. Ее экономика держится только на старых запасах и не развивается как таковая. И Европа отдает себе в этом отчет. А еще и с учетом тех танцев, которые у нее происходят с Соединенными Штатами. А еще и с учетом того, что Европа все больше или в целом или по отдельности тяготится к установлению собственных отношений с Китаем, который является на сегодня союзником России. Резюме. Я думаю, что Фицо обладает достаточными знаниями о том, что и американские боссы, и европейские боссы где-то согласовали свои позиции с российскими боссами и все-таки будут приводить Украину к миру с Россией на тех условиях, которые в большей степени будет продавливать Россия. Ей же и для себя внутри нужно будет рассказывать, что эти 4 с лишним года шли не просто так, и были достигнуты определенные важные для нее стратегические результаты. Полагаю, что это так. И очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь по той простой причине, что уверен, что иных, кроме этих двух вариантов, у той России, которую мы сегодня знаем, которую мы сегодня видим, нет. Третий вариант заключается в ее в том или ином смысле проигрыше в украинском конфликте, повлечет за собой самые опасные для нее последствия, вплоть до распада. Это не только мой вывод, это вывод уже русских политиков и русских военачальников. И еще. Обострение войны. Это хорошо сидеть в бункере где-то, который для тебя Советский Союз построил, и квакать оттуда безопасно. Или сидеть где-то в кабаке, бухать, пропивать деньги, которые спер с Министерства обороны. И рассуждать о том, то мы еще повоюем. Продолжение войны обязательно переведет эту войну в фазу войны настоящей. Полностью, извините за тавтологию, полноценной. С применением всего того вооружения, которое есть у России. И закончится это для Украины гибелью сотен, а может быть сотен тысяч, а может быть миллионов людей. Поэтому при любых раскладах, при любых обстоятельствах, кто бы сейчас там вам в комментариях не писал, о, это предательство интересов. Нет, это не предательство интересов Украины. То, что я говорю и то, что нужно сделать. Это как раз возможность сохранить эти самые интересы этой самой нашей Украины. Дать ей возможность остаться, дать ей возможность выжить. Вот что. И дальше потом примиряться, развиваться, восстанавливаться. Вот формула достаточно несложная. И своими попытками унижений и оплеух Зеленский точно ничего хорошего для Украины в целом не делает. И это еще одно доказательство того, что национальные интересы, его личные интересы и интересы его окружения, всех этих Миндичей, Шефиров и Галущинок, это разные вещи, полярные вещи. Национальный интерес Украины – остаться, выжить. А там видно дальше будет. Не, как мертвый не смотрит. Его, он уже не играет никакой роли. Для Украины сейчас жизненно важно прекратить войну и начать восстанавливаться, начать развиваться. Вот такая моя точка зрения насчет того, что сказал Фицо. Ничего, повторюсь, нового или умного, уверен, Зеленский Путину не передал. Важный нюанс, если все идет к какому-то магистрально идет к концу, то на кой тогда вот эти все ужасы с мобилизацией? Причем интересно, на этой неделе как бы продолжилась эта вся дискуссия. Ну, продолжились случаи, конечно, вопиющие. Во Львове, например, там мужик нож достал, на него пистолет направили, ну, в конце концов, скрутили, понимаете. И таких много моментов. Отстреливаются, убегают, дерутся, в общем, отбивают. Это все продолжается. Куда их так гребут? Неужели в ЧВК имени Зеленского гребут? Вот же как интересно все выкручивается. То есть изначально, когда только Зеленский там пару дней назад выходил в обращение и рассказывал вместе с Клименко там со всеми, что вот мы готовим пакет законов, до конца года все будет. Короче,
ну вот есть легализация игорного бизнеса, проституции, там легализация всяких там нехороших веществ. ЧВК это тоже нехорошее вещество, ну, вещь нехорошая. Понимаете? То есть, если есть армия, то это армия. Армия служит кому? Государству. А это вот что-то чуть-чуть больше, чем какая-нибудь там бригада, которая там охранная фирма, бригада, которая с тобой у бандита. Только с правом ношения гранатометов, пулеметов, вертолетов, танков, блин, Да, БТРов. Все верно вы да. То говорите. есть, Это точно понимаете, не для охраны государства. Это для охраны олигархов. Они будут вот эти свои бригады, а у них у многих бригады пооставались или служат на них, именно мурчащие бригады. Эти бригады будут переоформлены в ЧВК. Это первый очевидный момент применения этих частных военных компаний. Второй. Для Зеленского это возможность продолжения и для режима. Возможность продолжения утилизации тех, кто может вернуться с фронта и представлять опасность для него и для режима внутри страны. Их же надо куда-то девать. Люди умеют профессионально убивать, умеют профессионально управлять оружием, распоряжаться оружием. Хотят зарабатывать, другого они не умеют. Да, собственно говоря, в Украине с разрушенной экономикой какое применение мужик себе найдет? Ну, кто-то, да, уедет в Европу, что-то там будет рулить за баранкой, или в Россию, или еще куда-то. Но большая часть нет. Их надо куда-то девать. Еще один вариант. Собрали, отправили в Африку. Кто вернулся, молодец, дальше поедешь. Кто не вернулся, не судьба. Это два. Третий вариант. Представьте себе, мы с вами уже обсуждали, почему он катается сейчас по миру и кругом втюхивает дроны. Ничего великого в этих дронах, как оказалось, нет. И Буданов, и директор Rheinmetall говорят о том, что дроны и дроны, лего-конструкторы, которые собраны просто в Украине. Но он втюхивает их, он говорит о том, что вот мы можем, мы то все можем. Зачем это делается? Да тоже ответ несложный. Деньги куда-то, которые забрали, украли, надо вкладывать. Несложно сегодня в мире, который вооружается, основывать за рубежом те или иные военные производства, военные компании. И зарабатывать на этом деньги относительно легально. Вот он этим сейчас и занимается, он и его окружение. А теперь добавьте к этому ЧВК. Будут собственные ЧВК, куда придут опытные ветераны. И он вместе с дронами и ветеранов туда же будет продавать. На Ближний Восток хотите? Нате вам на Ближний Восток. В Африку? Нате в Африку. Куда хотите? В Южную Америку? Да, пожалуйста. Я нет, думаю... смотрите, если бы не было этих пленок, мы же... Ну, пленки Миндича, мы же видим, как они общаются, что они, вы об этом сами, ну, это вы это прокомментировали, там 20% туда, 10 сюда, этому пятерку, этому двадцаточку, этому дорого, я верный тебе, я верный, как немецкая овчарка, ну, Ну, вот да. даже саму Что вот эту Вова риторику. скажет? Какой Вова, Вова? Кто такой Андрей, Вова? понимаете, Да, Андрей, да. Богданов внезапно оказался, на него санкции ввели тоже, Да, да, понимаете? да, это забавно, конечно. Интересная история. И получается, так, а как тогда будет функционировать вот это ЧВК, да? Ну вот так же, ну вот таким же макаром. Вы что имеете в виду? Что люди пойдут туда служить? Или вот о чем вопрос сейчас? Ну О том, вот что они не должны ему верить? как они будут использовать, как они, посмотрите, есть, вот опять, есть легализация всех этих пороков, которые мы говорили, которых я перечислял выше в разных странах. Но там нет Миндича, там нет второй государственной машины, там нет вот этих, прости господи, решал из бэк-офиса, офиса президента. Я точно так же, как и вы, надеюсь на то, что они не успеют это сделать. Я точно так же, как и вы, надеюсь, что у них ничего не получится. Что все, что они сейчас выстраивают, и все их капиталы, которые пропитаны, каждая купюра, каждый биткоин их пропитан кровью человеческой. Я надеюсь, что все это не превратится в ту систему, которую они для себя подготавливают и которой они окучивают в том числе западных многих политиков, вводя их в доли, ну и так далее. Я надеюсь на то, что это не произойдет. Но с учетом того, как выглядит сегодняшняя ситуация, я просто говорю о том, что людям, вернувшимся с фронта, применить себя будет очень сложно в мирное время. Тем более в стране, где разрушена экономика. И они будут искать свое профессиональное применение. Для этого офис Зеленского и готовит эту фишку под названием ЧВК. Что же касается озвученных настоящих цифр того, как режим этот делит
деньги военные, это только военные, да, то на самом деле, и теперь возвращаясь к вашему вопросу, а зачем же тогда людоловство, если мы к миру идем? Как зачем? Они играют жизнями людей. Люди для них пешки, а они такие типа шахматисты. И пока с какого-то фланга условно идут кони с ладьями, эти пешками играют на другом фланге. Что я имею в виду? Какие у вас или у меня есть основания не верить Миндичам и Шефирам на этих пленках? Никаких. Там как раз все сказано очень честно, правдоподобно, обстоятельно. Это долька для моржа, это долька для ежа. Все как раз понятно. А теперь давайте взвесим некоторые цифры. Минимально за эти годы Украина потратила на оборону, на войну около 300 миллиардов долларов. Своих, чужих, неважно, потратила 300 миллиардов долларов. Из них 50%, 60% это зарплаты, личные довольствия, ну и так далее и тому подобное. То есть разделим напополам, 150 миллиардов получается. 150 миллиардов в остатке это на вооружение, это на ремонты, это на научные военные изобретения. 150 миллиардов. Александр, это заниженные цифры. Потому что огромные суммы проходили в виде донатов, огромные суммы проходили в виде просто помощи вооружениям и так далее. 150 миллиардов. А теперь мы... И эта цифра я называю из военных бюджетов, официальные. А теперь давайте к этим цифрам применим слова с пленок Миндича. Какой там откат? 15-20%. По минимуму. Вот и получается, что со 150 миллиардов по минимуму эта банда заработала за эти годы не меньше 30 миллиардов долларов. 30 миллиардов долларов по минимуму. Сколько людей погибло и ранено в Украине? Все сходятся к страшной цифре в миллион. Возможно, она немножко больше, возможно, она немножко меньше. И погибших, и раненых, я имею в виду. Миллион. Это значит, что отправив на войну и через мясорубку прокрутив миллион человеческих жизней, банда заработала 30 миллиардов долларов. Стало быть, одна жизнь 30 тысяч долларов. Я понимаю, есть погрешности, я понимаю, что расчет немножко приблизительный. И, скорее всего, он занижен. Я думаю, больше приносит одна жизнь. А вы говорите, зачем людоловство? Как зачем? А англичане пересчитали по башкам украинцев оставшихся и говорят, о, у вас еще 4,5 миллиона туда в мясорубку готовы. 4,5 миллиона. Умножьте их на эти цифры. До таких денег не поднимает саудовский шейх или Трамп за всю свою семейную бизнесовую историю. А вы говорите, зачем людоловство? Пока там идет разговор о мире, пока пишутся тупые указы, пока осуществляются челночные поездки Умеровых, каждый день это деньги. А если в месяц, по словам главнокомандующего украинской армии, призывается 20 тысяч, да? 20 тысяч же человек. Ну, до 20, хорошо. Давайте 10 тысяч человек. Ловится и туда. 10 тысяч по всей Украине. Собрали, отправили. Умножьте 10 тысяч на 30 тысяч долларов с каждого. Вот и бюджет. Вот зачем война. Вот зачем людоловство. Вот почему они играют в людей, как в шахматы. Вот где пародия на настоящую хуцпу. Если ты такой козырный и не ссышь, и если ты за Украину, чтобы она жила, ты бы давно уже был там у Путина в Москве и договорился бы. Отбросив всю личную обиду, неприязнь, оскорбление, убрав все в сторону. Лишь бы люди твои выжили в твоей стране. А это же делается все с обратной точки зрения. И, конечно, ну ладно. Максим, вопрос же важный. Так а что теперь? Все будет точно так же после этого 9 мая. Россия опять не будет стрелять по Зеленскому. То есть тут же тоже очень интересная логическая цепочка. Значит,
Мы, если вы ударите по параду, ударим по центру принятия решений, а так не ударим. Ну, то есть, получается, тоже такая интересная история. То есть, Я понял все вас. будет идти в том же, таким же чередом. Не Многие, будет. многие ропчут, говорят, ну, смотрите, Иран вот показал, против Ирана показали, как это все делается, ликвидация руководства и так далее. То есть, а сейчас, ну, как бы вот, получается, что мы перебесились все с вот этим перемириебесием на уходящей неделе. Ну, а дальше все, ну, в том же, как бы все пойдет тем же чередом в войне. Я уверен, что нет, не пойдет. Я уверен, что на самом деле 26-й год – ключевой год для нашей страны с точки зрения ее наличия или ее отсутствия в ближайшем будущем. Почему? В первую очередь потому, что, на мой взгляд, и не только теперь на мой взгляд, а мой взгляд подтверждается выводами в первую очередь изнутри России, Россия не может себе больше позволять размазывать эту кашу по столу. Не может ни экономически, ни внутриполитически как минимум. Внутриполитически я имею в виду, что внутренние элиты, а они там есть, они сильны, они богаты, они влиятельны, они влияют на общественное мнение. Внутренние элиты этого больше терпеть не хотят. И если раньше об этом молчали, и только кто там, продюсер Валерий, ее же муж Пригожин, да, высказался как-то. Помните эту запись, которая по телеграмму гуляла, где Пригожин с каким-то армянским миллионером или миллиардером обсуждает ситуацию с войной в Украине? Так вот, если раньше все молчали, то сегодня это молчание закончилось. Об этом говорят на съездах, об этом говорят на форумах, об этом говорят и с точки зрения экономики. Причем такие разрывные вещи говорились на Московском экономическом форуме о том, что экономика России очень претерпевает. И когда я предположил, что нефтяные доходы от ситуации с Армузом не закроют бреши в российской экономике. Многие говорили, да нет, ты что, там в 2 раза все увеличилось. А сегодня сами русские пишут о том, что нет, не закроют, и не закрыли, и не закроют в ближайшее время. Бреши слишком большие, слишком серьезные. Это говорят и на экономических форумах, это говорят в военных обществах, это говорят политики. Повторюсь, удары дронами по столицам субъектов Российской Федерации, причем массированные удары, причем такие, которых никогда не было, это серьезнейшая оплеуха на самом деле, как минимум системе обороны этой страны, а как максимум всем ее главнокомандующим в глазах и российских элит, и российских граждан. Еще год назад российские граждане об этом не знали. Ну, не Смотрите, считая... Сейчас я закончу. Не считая Белгородской и Курской области. Я заканчиваю же. Поэтому моя точка зрения, что Россия просто не может позволять себе вести войну дальше таким же образом, как вы говорите. Ну, вот и все. ну, то есть гарантии безопасности Зеленского сняты. Если бы только жизнь или судьба Зеленского влияла на мир в Украине, но я бы так сказал, я вообще не понимаю, что такое гарантии безопасности на жизнь во время войны, когда есть две враждующие страны и две враждующие армии, воюющие армии точнее. Это и звучит странно, и приводит к странным последствиям с точки зрения военной стратегии, судя по всему. Вот. Но думаю, что с учетом особенно последнего его выпендривания с этим указом, я думаю, что да, действительно, но если они и были, эти гарантии безопасности, то больше никаких гарантий безопасности не будет. Но дело в том, что это не будет гарантии безопасности не только для него. Если он находится в центре в своем бункере, рядом с этим бункером вокруг находятся жилые дома. И гарантии безопасности в таком случае теряются и для жителей этих жилых домов. И так бы, где бы он ни находился. Я никогда не поверю в то, что если бы был нанесен удар по Москве во время парада, Зеленский бы сидел в Киеве. Не сидел бы он там.
Он был бы где-нибудь на Западной Украине, там не хуже есть бункеры, а может быть и лучше. Обставлены одинаково они с бункером под Банковой. Поэтому он бы где-то там прятался и оттуда бы вещал и рассказывал о том, как, ой, как хреново, что вот бомбят теперь центр Киева. Он бы сделал так. Не был бы он в центре города, это точно. Но все-таки я считаю, что объективные обстоятельства, в которых сегодня находится Россия после 4,5 лет этой войны, которую называют странной, они не позволят ей продолжать ее дальше. Ни внутриполитические, ни внутриэкономические, ни внешнеполитические. Недавние события в подвздошье России на Кавказе точно так же говорят о том, что ее имиджевые проигрыши вкупе, в целом, влекут за собой много большие последствия, чем просто, допустим, откол Армении от пророссийского направления или пророссийского курса. Не говоря уже о том, что за последние годы особо Россия никому из своих союзников помочь не смогла. Это тоже никуда не денешь. И это все видят, и это все понимают. И российская власть это тоже понимает. И их говорящие головы могут говорить о Украине, о Зеленском все что угодно. И правду, и неправду, и честно называть вещи своими именами, и просто сыпать оскорблениями. Но от этого вещи никуда не денешь. 4,5 года идет эта военная операция, этот военный конфликт. И когда Кит Келлах, а я думаю, это человек знающий, обладающий информацией, говорит о том, что... Чего смеетесь? Ну, продолжайте. Вы просто, я не знаю, я как бы так немножко диву даюсь. Кит Келлог знающий. А что он здесь, чего он добился, Кит Келлог? Какую информацию он знает? Как бабки пилить через свою родню в Украине, через фонд? Вопрос же не в добился. Вопрос Не, ну в обладании подождите, информацией. так чем он проявился? Какую премудрость высказал Кит Келлог? Вот я вас перебил, извините. Он не высказал премудрость, он констатировал факт. Он сказал о том, что на сегодняшний день Россия явно не выигрывает, а может быть даже проигрывает. И если взвесить все те вещи, которые были названы в сегодняшнем эфире, если взвесить сегодня и положить на чашу весов даже те же 750 ежедневных дронов, сбиваемых на территории России, и 250 дронов, сбиваемых на территории Украины, о чем рапортует Министерство обороны. Если положить на чашу весов те территории, которые сегодня находятся под контролем России с момента 2022 года, то я думаю, что правда в его словах есть. Я не сказал, что он великий дипломат или великий стратег. Я сказал, что он обладает информацией. Подождите, вы опираетесь на идиота, понимаете, заряженного на войну. Вы опираетесь на старого, скажем так, мафиози этой войны, на ястреба этой войны. Вы говорите 500 дронов еще. А по Украине сколько прилетело за 4 года? Ну что, поменяли режим? Ну что, дрогнула Украина? Нет, война как идет, так идет. То есть, понимаете, в чем вопрос? То, что вы говорите, это, как аргумент, что вот летят дроны. Конечно, летят и будут лететь. Просто это означает, что надо дать вожжа под хвост тем, кто разрабатывает, там вот есть меч, а есть щит, тем, кто щит будет разрабатывать, и найдутся решения рано или поздно, понимаете? Как пересажали, а там реально пересажали. Это не наша вот эта собачья свадьба с коррупционерами, там реально за решетку посадили таких очень, казалось бы, несбиваемых генералов. Ничего страшного и с этим, значит, просто вот с этим временем. Многие воспринимают длинную вот эту, как это выяснилось, длинная воля, да, или как, в общем, длинную вот эту стратегию абсолютно без вот этих эмоциональных всплесков и вспышек российской стороны тихой сапой, как слабость. А на поверку сейчас разворот мира происходит. Очень серьезный геополитический. И где останутся вот эти люди, о которых мы сейчас говорим, и вы приводите, и даже цитируете их, за бортом? Где Европа останется? В захолустье западного мира. Окраина западного мира, потому что центр-то будет в Америке. То есть у нас полностью переформат. И в ведении этой войны, как бы там тяжело не было, как бы там ни причитали и не говорили, терпим, экономика, вот это все пружина может разжаться экономическая в один момент. И, наверное, есть же какая-то точка, до которой они терпят.
А мы вот здесь вот говорим, ну, чуть ли там вот Зеленский 4,5 года воюет. Да пху, ну что это такое? Ну, как бы это же просто какой-то позор с точки зрения того, что они творят со своими людьми и как они себя ведут. И что с нами делают европейцы. Вы посмотрите, еще история может развернуться вообще неожиданным образом, когда и русские, и украинцы придут к Западу и скажут: ага, что вы тут вычудили нам с 22 по, ну даже ладно, с 14 по, там, не знаю, какой-нибудь 26 или 27. Если останется кому приходить. Я когда какие-то выводы делаю, я базируюсь не только, как вы говорите, на мнениях, как вы считаете, идиотов. Я базируюсь на мнении разных людей. И свои выводы подтверждаю мнениями разных людей. Я не считаю, допустим, профессора Московской школы экономики, который выступал и разносил экономическую ситуацию в России и говорил о том, что она дальше не способна к развитию, не просто к развитию, она готова сегодня к схлопыванию. Я не считаю его идиотом. Я не считаю идиотом бывшего начальника Генерального штаба России, который говорил о том, что у нас в ближайшее время две вариации развития событий. Или победа на территории Украины и в этом конфликте в целом, или уничтожение России и ее развал. Я не считаю идиотом хитрого и старого коммуниста Зюганова, который говорит о том, что 17-й год, да. мы приходим к 17 году. Вы в самом начале разговора упомянули о Молдове, и вы упомянули о Приднестровье. Я думаю, что с учетом того, что украинская армия умеет вести асимметричные действия, то вполне вероятным асимметричным действием, и не совсем будет к нему Россия подготовлена, это будет участие частей украинской армии в том, чтобы Молдова забрала назад Приднестровье. Я не считаю, что это невозможно. Это еще один удар по имиджу России. Я считаю, что сила и могущество того или иного государства состоит из многих составляющих, извините за тавтологию. И имиджевые составляющие чрезвычайно важны, не говоря уже об экономических составляющих, не говоря уже о военных составляющих. И я думаю, что сегодня Россия находится находится в состоянии определенной турбулентности. И власть в Кремле чувствует эту турбулентность. И ситуация перед парадом и перед 9 мая говорила о том, что, или говорит о том, что она не просто чувствует эту турбулентность, она переживает из-за нее. И из-за этой нестабильности, неспокойности и несоответствия никаким стратегическим планам развития, власть в Кремле будет делать все для того, чтобы, или с точки зрения жизненных интересов, должна делать все для того, чтобы устояться, устаканиться и развиваться дальше. И вести Россию таким образом, как они там считают. И именно для этого они будут достигать, и именно для этого, и именно поэтому Россия в ближайшее время будет достигать своих целей совершенно иными путями. Повторюсь, либо миром, который заставит, который в первую очередь будет работать в пользу России и мира с Украиной, я имею в виду достижение так называемых целей, либо последующим мира, а до этого изменением механизмов войны на намного более жестокие, для того, чтобы закончить эту тему раз и навсегда. Я полагаю, что ситуация сегодня выглядит так. Я считаю, что у России нет достаточной прочности, чтобы вести войну еще многие годы, видя, как Украину снабжают вооружением в неограниченных, немеренных количествах. И видя, что у Украины есть еще определенный резерв, который посчитали англичане по головам, и который можно направить на бойню, зарабатывая на этом деньги. Я думаю, что все отдают себе отчет, что те, кто заинтересован в войне, ее бенефициары, отлично
вернее, не так, наплевать хотели на любые человеческие потери в Украине и будут делать все для того, чтобы украинцев и дальше паковали, вооружали и отправляли на линию фронта. А это, повторюсь, 4 с лишним миллиона по оценкам англичан. Я считаю, что Россия не может себе позволять играть в эту игру дальше. Она видит, что деньги и оружие у Украины будут. Их выделяют, к сожалению. Ну, у Украины, у украинского режима, как хотите. И людской потенциал пока еще есть. Вы же знаете, что зеленые сегодня рассматривают в парламенте вопрос немедленного закрытия границ для выезда молодых мужчин. Вы же знаете, что зеленые сегодня рассматривают в парламенте вопрос о немедленной отмене всех старых броней, всех вот этих справок об инвалидности, аннулировании их. И с той целью, чтобы заставить людей заново проходить медкомиссии. За то время, пока люди будут медкомиссии проходить, подавляющее из них большинство будет точно так же людоловами запаковано и отправлено на фронт. Я думаю, что все это понимание у России есть. И я думаю, что в первую очередь в силу самосохранения она изменит свою позицию по отношению к ведению войны в Украине. И я думаю, что эти вещи уже озвучены и в Китае, и в Вашингтоне. То есть в тех точках мирового влияния, которые для России уважительны или уважаемы и воспринимаемы. Вот как я думаю. А что касается того, идиот Келлах или не идиот, по-вашему, по-моему, это все равно люди, которые обладают намного большими знаниями, чем мы с вами. Мы анализируем вещи, которые получаем. А эти люди как можно ближе находятся к источникам, как можно ближе находятся к источникам информации. Полагаю так. Что касается вашего замечания по поводу того, что он и такие, как он, едят с Украины это, и из войны, это понятное дело. Напомню, та мадам, которая печеньки раздавала на Майдане и которая помогала зажечь тогда Украину, Нуланд, является супругой парня, который зарабатывал и зарабатывает десятки миллионов долларов на военных заказах, на военной аналитике для Пентагона. Понятное дело, что для всех них война выгодна, для таких, как они. Но мы же сейчас говорим не о них, мы говорим о России. И Россия понимает, что должна, во всяком случае, понимать, что дальнейший пляс подобного толка для нее будет губителен. Она понимает, что опираться на чьи-то слова сегодня она не может. Сегодня скажут, мы прекратили поставку оружия, завтра ее возобновят. А реальные цифры говорят о том, что продолжать такого рода войну в Украине и с помощью Украины очень даже пока еще можно. Россия не должна, Россия не может себе этого позволять. Я в этом не сомневаюсь. Ну, опять-таки, тут проблема еще одна нашего с вами разговора. Все вот как так считают и думают, что так что там, вот Украина противостоит всем там, сколько там, 50 стран, еще с кем-то, еще какое-то количество стран. Но на параде-то северокорейцы были. И в Курской области были физически люди, северокорейцы, были с этими своими автоматами блестящими, хромированными. И Китай, особенно слово своего, ну, не говорит громко, да, не говорит. Он делает. Он просто берет и делает. Иранцам подкидывают разведданные, всякие там ништяки военные, россияне тоже там, это все как-то. Поэтому тут, смотрите, тут тоже такой момент. Вот Россия не может. Если так вот брать в капсульном варианте, экспериментальном, ну, наверное, где-то, да, опираясь на вышеперечисленных товарищей из Юганова, там вот этого, из Генштаба бывшего и академика, конечно, можно сделать такие выводы. Но опять-таки, это люди одного уровня по информации, да? Понимаете, в чем дело? Проблема в том, что вы говорите, там есть какие-то инсайдеры, которых под зад коленом выкинули, ну, я про Келлока, да? Или которых время которых ушло, как вот там про других товарищей. И действительно, ведь все-таки надо понимать, что мы сегодня с вами говорим в день, когда закончилась Вторая мировая война для нас. Великая Отечественная закончилась. Она еще там продолжалась. До сентября. Ну, она продолжалась еще там на Восточном театре боевых действий, Дальнем Востоке. Но здесь-то все сообща, и мир тогда... Это все-таки была мировая война, да? И
Поэтому не все так однозначно в этих перспективах, и кто какую позицию займет, особенно глядя на то, как нерасторопен Трамп и США в вопросах Ирана. Поэтому здесь очень такие крутые могут нас ожидать виражи. В любом случае, Давайте а, признаемся, Александр, ни вы, ни я не состоим на прямой связи с Путиным, или даже хотя бы с Шойгу, или с кем там, с их директором ФСБ или еще чего-то, равно как и не состоим на прямой связи с директором Национальной разведывательной службы США. Мы получаем определенную информацию от политиков, не первого ранга, вероятно, но между тем, от политиков, от военных, от служб безопасности той или иной страны. Плюс мы умеем видеть и анализировать те или иные обстоятельства и данные, на которые другие не обращают внимания. И это дает нам возможность делать свои выводы. Несомненно, если говорить о капсульности, о закрытом обществе, то можно предполагать разное. Я старался в своих выводах по поводу того, как будет вести себя Россия, исходить не из закрытого общества, и исходить не из того, что она закрыта со всех сторон, и у нее все чрезвычайно плохо. Более того, вспомните, именно я говорил о том, что в самом плохом, в самом крайнем случае Россия, с учетом ее богатства, огромной территории, всегда превратится в натуральное хозяйство, которое сама себя кое-как, как минимум, обеспечит. Это уже было, и это, если нужно, еще будет. В этом смысле понятно. Вопрос в другом. Внутриполитический уклад России не нужно сравнивать с внутриполитическим укладом Советского Союза времен Великой Отечественной войны или после него. да, Проблема в том, что на принятие магистральных, как вы любите говорить, решений в России и оказывают огромное влияние деньги, богачи, их местные олигархи. А подобные вещи никогда к хорошему не приводят с точки зрения государственности. И мы видим это на примере того же Китая. Там великолепно правящая партия отгородила миллиардеров от управления государством. И страна развивается, и миллиардеры богатеют, и миллиардеров увеличивается. И черта бедности уничтожена. Ну, вернее, те, кто за ней был, их нет, они не бедняки больше. Это показательно. И это правильное построение государственной модели. Кстати, вы, несомненно, знаете же, да, что двух министров обороны приговорили к расстрелу ну, китайских, вот, которые недавно там есть такая функция, руководили. что пожизненным заменят. Ну, так работает правосудие. Ну, приговорили к расстрелу, да. Да, да. Я к тому веду, что нам, у китайцев, перенимать нужно очень многое. Как раз у китайцев. И в том числе ту форму и систему государственного образования и государственного управления, которая есть у них. В России это слабое место. Миллиардеры принимают участие, оказывают огромное влияние на государственные магистральные интересы. А олигархат и олигархи никогда не могут быть государственниками. Это ненормально, так не бывает. И Россия на себе это, я думаю, ощущает. Там точно так же идут военные действия сегодня. Точно так же люди претерпевают, а количество миллиардеров увеличивается. А количество капиталов у этих миллиардеров увеличивается. И это и есть очевидное противоречие смыслов именно внутри России. И я думаю, что российские элиты, а это не только олигархи, это понимают. Я думаю, что, если, чтобы не повторяться несколько раз, я все-таки настаиваю на своей точке зрения в сегодняшнем нашем разговоре, что Россия не может и не будет себе позволять растягивание этой ситуации дальше на годы. В силу причин, которые я перечислял сегодня и перечислял до этого. Вот. Что касается Украины, мое глубокое убеждение заключается в том, что если Украина под воздействием внешних сил или в силу внутренних перетурбаций и изменений придет к миру с Россией, для нее это шанс выживания, развития, восстановления. Если такого не будет, я полагаю, что наша страна очень сильно претерпит и будет очень сильно разрушена. Так, как она не была разрушена со времен Великой Отечественной войны. Не дай бог, конечно.
Максим Гольдарб на связи. Был со мной сегодня в этот великий знаменательный день. И вы знаете, тут тоже такая нарратив такой. Победа, День Победы. Выжить, спастись — это уже победа. Нам Иран показал. Смотрите как. Там еще ничего не решено, все там продолжается. Несомненно. Но они уже победили, потому что они выстояли. А тут мы играем как вот по лезвию, правда, по лезвию бритвы. И действительно, в 26-м году, я тут с вами соглашусь, что решается, будет или не будет Украина. А вот если будет Украина, это будет уже победа в любом случае. Спасибо вам за этот разговор, А за можно, время и мысли. можно немножко лирики? Был такой великий воин во время Великой Отечественной войны. Он не фельдмаршал, он просто был солдат. Иона Дегин его звали. Он еврей по национальности, но там обожженными руками подпалил, не помню, 6 или 8 танков. Потом после войны стал прекрасным врачом, несмотря на то, что рук не было. Ну, в общем, чудесный человек и человек, прошедший все. И вот он когда-то написал стихи о войне, которые абсолютно противоречили или сильно не коррелировали с официальными стихами о войне, о взвесе, развесе. Почему я это вспомнил? Потому что то, о чем мы говорим, тоже может не сильно совпадать с желаниями и с радужными какими-то ожиданиями. Война – это война. Так вот, он написал: «Ты не плачь, не скули. Нет, не так. Мой товарищ в смертельной агонии. Не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше погрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не скули. Ты не маленький. Ты не ранен. Ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит». Я просто вспомнил эти слова для того, чтобы еще раз вернуться к Дню Победы, еще раз вернуться к тому величайшему святому празднику, который приближался именно таким образом. Через трупы, смерти, агонии, кровь, ужасную боль, ужасные утраты. И все-таки победа пришла, и все-таки она есть. И все-таки она была, и она дала нам возможность сегодня жить, улыбаться, радоваться, ожидать, делать, работать, верить. Анализировать. Анализировать. С праздником вас! Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали в нашем эфире. Всех с Днем Победы. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.